Сегодня узнала новость. Год назад заболел и умер блогер. Канал развивался так себе. Он все просил донаты. Сначала на покупку технического оборудования, потом просил помочь сестре, у нее там какие-то проблемы были. И люди ему помогали. Кого-то, наверное, это раздражало. Ну, что он все просит и просит. Дошло до того, что он вынужден был все распродавать, лишь бы помочь сестре. Наверное, он плохо питался, и, как следствие, низкий иммунитет, переживания тоже здоровья не добавляли. И я подумала, как порой близкие люди загоняют нас в тупик, из которого ну никак не выбраться. Это не имеет отношения к сегодняшнему обзору. Но как жаль молодого человека. Кажется, у него не было жены и детей. Он старался выжить, и вот что из этого получилось. Прошу прощения за столь минорное вступление. Просто в наше время невозможно быть легкомысленно счастливым. Чувство вины не дает покоя. Всем привет! Сегодня сериал «К успеху с улыбкой», 2002 год, режиссер Чан Ги Хон в ролях Чан Хёк и Чан Нара. Заранее прошу прощения за скудный видеоряд. Посмотрев «Охотников на рабов», я влюбилась в Чан Хёка. Посмотрев «Обречен любить тебя», я влюбилась в Чан Нару. И оказывается, Чан Хёк и Чан Нара сыграли вместе в 2002 году в сериале «К успеху с улыбкой». Ничего особенного, но эта экранная пара просто чудесная. Почему в реальной жизни у них ничего не вышло? Чан Нара милая, смешная девушка, очень веселые, грустные и порой комичные образы у нее получаются. Здесь она сыграла корейскую доярку из Хацапетовки. Я вычитала, что это первая главная роль Чан Нары. Ну, очень убедительно. Так быстро тараторила и очень натурально изобразила девушку из провинции. Ей пришлось, наверное, учить диалект. Сюжет. Девушка Ян Сун жила с бабушкой. Родители аферисты позанимали у всей деревни денег и исчезли. Теперь все кредиторы бегают за дочкой и просят вернуть долги. Кредитор, отчаявшись вернуть долги, посылает ее в Сеул поработать горничной и вернуть долги. Так она знакомится с героем Чан Хёка Гите. Не сразу, но постепенно. Начинают испытывать симпатию друг к другу, много юмора. Два любовных треугольника, борьба за компанию, предательство брата, падение с вершины на самое дно, настоящая любовь, брак по расчету, перевоспитание родителей-аферистов, хэппи-энд. Лишний раз убедилась, что в бизнесе нельзя доверять никому, даже ближайшим родственникам. Когда ты на вершине, возле тебя ошивается много друзей. Но стоит тебе скатиться, друзей как ветром сдувает. Через многие препятствия предстоит пройти главным героям. Легкий, милый, с очаровательными персонажами сериал скрасит несколько дождливых вечеров. Странное дело, Чан Наре 40 лет, но она не замужем. Читала интервью, она говорит: «Я симпатичная, хорошая женщина. Наверное, скоро я буду не одна». Кстати, отец у нее тоже актер. Люблю сериалы со счастливым концом. Кажется, все пропало, все летит в тартарары, но потом происходит чудо, и добро побеждает зло. Умом все понимаю, что наивный, примитивный, что миллион таких сериалов с подобным сюжетом. Но все равно смотришь и умиляешься, и ничего тут не поделаешь. Видимо, мой мозг так устроен. Кстати, не только мой. Доярка из Хацапетовки мне тоже, кстати, очень нравится. Когда у тебя ничего не болит, что бывает крайне редко в моем возрасте, посмотришь сериал с Чан Хёком и хочется жить дальше. Чан Хёк молодой, пухлощекий, не такой брутальный, как сейчас, но тоже вполне себе привлекательный молодой человек. Это одна из первых его киноработ, очень симпатичненький, миленький, простенький сериал, всем рекомендую, никаких переживаний и слез. На этом все, всем пока. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал.